Всем привет, меня зовут Оксана, для многих я Ксюша. Вот. Мне 27 лет и у меня остеосаркома. Лето 2020 года. Ксюша всего лишь ударилась об угол, находясь дома. Довольно сильно, но ничего особенного. Но в районе щеки через несколько дней образовалась твердая шишка. Ксюша принимала противовоспалительные, затем обратилась в городскую поликлинику. Ее направили на процедуры для снятия отека, а шишка продолжала расти. Подруга посоветовала обратиться в областную больницу. Спустя месяц обследований и 3 биопсий врачи установили диагноз – остеосаркома. Может ли травма привести к образованию саркомы? Этот вопрос в медицине обсуждается давно, но до сих пор бездоказательно. Сегодня врачи утверждают, что нет. Механизм появления саркомы связан с генными мутациями, а не с механическими повреждениями. Вследствие изменений в ДНК клеток соединительной ткани, кости, мышцы, жировая ткань, что происходит из-за различных факторов – наследственных, радиационных, химических или ошибок при делении клеток. Травма – физический фактор, вызывающий воспаление и повреждения, но не изменяющий генетику клеток. Ксюше назначили курсы высокодозной химии и радиотерапию, но в январе 2021 лечение были вынуждены прервать. Оксана заболела коронавирусом, а в это время саркома агрессивно распространялась по организму. ПЭТ-КТ показала быстрое прогрессирование болезни и 4-ю стадию. Уже ПЭТ-КТ показало, что это метастазы именно в 2 легких, печени и мягких тканях. Подобранные химиопрепараты не помогали. Основная опухоль продолжала увеличиваться и уже проросла в челюсть. Метастазы тоже продолжали активный рост. Из всех вариантов химии осталась только поддерживающая, и та с сомнительной эффективностью. Скромная, стеснительная Ксюша никогда не думала, что будет вынуждена просить незнакомых людей о помощи. Но это был ее единственный шанс. Почему Австрия? Потому что она берется за самых тяжело больных пациентов, даже на которых врачи уже поставили крест. Благодаря подписчикам Ксюша вылетела на лечение, где после ряда анализов стала принимать стиваргу и кейтруду. Эти препараты должны были остановить рост основной опухоли и бороться с метастазами. И Ксюше на время действительно стало немного легче. Но стиварга оказалась слишком агрессивной для Ксюшиного организма. Температура все время стремилась к 39-40, что мешало есть, спать. Началась аллергическая реакция. Печень не выдерживала нагрузку. И врачи отменили этот препарат, заменив на Апдива в меньшей дозировке. Это все, что на тот момент могли предложить специалисты с учетом состояния организма. Но этого не хватило. Иммунную попробовали заменить на протонную терапию. Вновь сбор огромной суммы в надежде на последний вариант из всех возможных. И средства снова были собраны довольно быстро, но постоянные агрессивные лекарства и тяжелые перелеты слишком измучили организм. В больнице Ксюшина состояние резко ухудшилось. Врачи более ничего не могли предложить. Ксения должна была вернуться домой на паллиативное лечение, но увидеть дом так и не успела. Врачи бились за ее жизнь до последнего всеми доступными современной медицине методами. Но саркома оказалась сильнее. Ксюша до последней минуты не теряла веру и держалась, благодаря неизменной поддержке близких и совсем незнакомых ей людей.